Стриминговая студия, которую буквально можно взять с собой в дорогу. Roland Go Live Cast. Поговорим сегодня об этом устройстве и рассмотрим его работу на примере телефона на базе Android. Так звучал мой изначальный сценарий, но после небольших копаний выяснилось... впрочем, об этом чуть-чуть попозже. Смотреть работу мы будем на примере iOS. Попозже я объясню, почему. Ну, а пока, друзья, позвольте мне вас поприветствовать. Здравствуйте. Вы находитесь на канале «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Сегодняшнее устройство сочетает в себе все самое необходимое, что может потребоваться при трансляции с мобильного телефона. Да, поймите меня правильно, вы можете взять свой смартфон и напрямую, используя камеру смартфона, выйти куда-нибудь в эфир на любую площадку, которая поддерживает стриминг. Но именно эта вещичка сможет придать такой финальный лоск вашему стриму, что поднимет его качество на совершенно новый уровень. Первое и, наверное, самое важное — это звук, потому что много где Go Live Cast фигурирует как внешний аудиоинтерфейс, и это действительно так. Здесь мы имеем встроенную звуковую карточку формата 2 входа, 2 выхода. Давайте разбираться, что у нас тут по входу. Ну, первым делом это комбинированный разъем, который ясно нам дает понять, что первый канал — это канал с микрофоном-предусилителем. Сюда можно подключить микрофон, причем можно подключить как динамический, так и конденсаторные модели. Здесь имеется переключатель фантомного питания прямо рядышком с разъемом. Это комбинированный разъем, так что микрофоны сюда можно подключать как по XLR, так и по TRS-проводу. Мы штатно, я напомню, рекомендуем пользоваться исключительно XLR-проводом. Ну и, естественно, имеется второй канал. Он находится уже с другой стороны корпуса и имеет форм-фактор 3,5 джек. Он может использоваться для подключения каких бы то ни было линейных источников. Допустим, вы можете сюда подключить выход с вашего плеера, чтобы давать музыку в эфир. Возможно, совместно с этим устройством вы будете использовать полноразмерный микшерный пульт, который вы захотите сюда подключить. Пожалуйста, линейный вход вам это позволяет сделать. Сюда же, опять же, в линию можно подключить музыкальный инструмент с линейным выходом, например, какой-нибудь клавишный инструмент. Ну и, конечно же, линейный вход можно использовать для подключения дополнительного микрофонного предусилителя. То есть в итоге здесь мы будем иметь сразу 2 микрофонных предусилителя, а это сразу 2 микрофона, которые можно вывести в эфир. Стоит учитывать, что вот этот самый линейный вход, он хоть и формата балансного, но все же он имеет лишь поддержку моноподключений. То есть если вы сюда подключите какую-нибудь музыку, скажем, она в эфир у нас пойдет в моно. Это важно понимать. Здесь же логично будет поговорить и про каналы по выходу. Это небольшой разъемчик, также 3.5 джек, но формата CTIA. То есть он не 3, а 4-контактный. Для чего это нужно? Сюда можно подключить как обычные наушники, чтобы слушать, например, что у вас происходит на стриме, или прослушивать что-нибудь с телефона. Когда вы подключаете эту штучку к телефону и, допустим, воспроизводите, просто даже без стриминговой программы, какую-нибудь музыку, она автоматически будет попадать сюда на выход для наушников. 4 штырька. Что нам позволяют делать? Естественно, использовать этот разъем и для подключения гарнитур. То есть мы можем пользоваться одновременно и наушниками, и встроенным в гарнитуру микрофоном, и давать этот самый звук с гарнитурного микрофона в тот же самый эфир. Есть крутилочки усиления, можно тут ими работать, если это необходимо. Опять же, стоит упомянуть, что есть еще одна возможность для работы с микрофоном, который у нас встроен в корпус. Вот здесь вы видите 4 дырочки, это как раз место, где и расположен встроенный микрофон. Его качество, конечно же, оставляет желать лучшего, но, опять же, когда вы не задействуете вход комбинированный, когда сюда вы не подключаете гарнитуру, автоматически весь звук на трансляцию у нас будет идти с встроенного микрофона. Теперь кратко поговорим о регулировках и об управлении. Итак, микс по звуку, который у нас пойдет в эфир, мы будем выстраивать с помощью 3 ручек. Вот эта ручка отвечает за громкость микрофона по входу. Вот эта ручка отвечает за громкость звуковых эффектов, которые мы будем подавать с помощью 6 кнопок, вот этих программируемых пэдов. И еще одна ручка, которую я уже упомянул, она находится сбоку. С помощью нее мы с вами будем регулировать то, что у нас переходит на линейный вход. Я напоминаю, что лучше всего с линейного устройства, с которого вы подаете звук сюда, выставить 100% громкость и уже вот этой ручкой подстраивать то, что вам нужно слышать в миксе.
Вот эти вот кнопки, давайте разбираться в их назначении. Первые две кнопки, которые будут нас интересовать, они будут работать с звуком микрофоном. Итак, у нас есть mute, то есть эта кнопка полностью отсекает весь звук вашего микрофона. Допустим, вам экстренно нужно уйти на какую-то паузу, нажимаете mute, звук отключается, вы можете спокойно отбежать куда вам нужно, скажем так. Вторая кнопка — это кнопка подачи эффекта обработки. В инструкции почему-то значились эффекты. Возможно, с дальнейшими обновлениями здесь действительно появится много различных эффектов, но сейчас здесь есть лишь реверберация, ее интенсивность, так мы это назовем, можно подстраивать из официального приложения, с которого и будет вестись трансляция. Нажимаем кнопку, ревер идет, нажимаем кнопку еще раз, ревер останавливается. Мы все это с вами обязательно послушаем на живом примере. Далее идут вот такие кнопки, это 6 пэдов, они полностью программируемые. Здесь идут картинки для удобства ориентирования скорее, но пусть они вас не смущают. Допустим, на все эти пэды можно запрограммировать звуки, если вам это нужно. Вот здесь у нас есть какой-то текст, никто вам не мешает на все 6 кнопок запрограммировать какой-то текст, который будет вылезать на экране вашей трансляции при одном нажатии. Ну вот что у нас здесь имеется? У нас здесь имеется кнопка, которая предполагает, что на нее вы запрограммируете какую-то музыку, которая будет звучать у вас на фоне трансляции. Есть барабанная дробь, есть аплодисменты, есть какая-то видео-вставка, которую вы также можете загрузить в альбом и запрограммировать на эту кнопку. Есть какая-то картинка и есть текст, который вы прям можете набрать в приложении, и он у вас пойдет на прямую трансляцию. Вот эта кнопка отвечает за работу сразу нескольких камер. Да, сюда вы можете подключить сразу несколько устройств, скажем, 2 смартфона. Один выставить поближе к себе, другой подальше, и таким образом у вас будет как бы ближний и более общий план, между которыми вы можете прыгать, просто нажимая эту самую кнопку. И последняя кнопочка On Air, что логично, она либо начинает прямую трансляцию, либо начинает запись, то есть в приложении имеется возможность офлайн записи. Нужно просто выставить правильную галочку. И таким образом вы можете записать какой-нибудь влог без прямого эфира, что мы с вами давайте и попробуем сделать. И по мере этого я буду показывать и рассказывать, что здесь, как и куда. Это была небольшая заставка, которую я вызвал нажатием на одну из кнопок. Они закачаны прямо внутрь памяти вот этого приложения. Можно закачать какую-нибудь свою заставку. Допустим, мы использовали что-то стоковое, заводское. Итак, я тут обложен микрофонами, гарнитурами и прочим добром. Давайте перед тем, как выяснять, что у нас там в приложении, мы с вами послушаем примеры звучания различных микрофонов вместе с этой штучкой. Допустим, сейчас звучит петличный микрофон, на который мы и писали всю основную часть к сегодняшнему ролику. Потом, естественно, фантомное питание. Давайте перейдем на конденсаторный микрофон также, но на широкомембранный. И послушаем, а как он будет звучать вместе с этим устройством. Я ненадолго замьючусь. Алло, 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 1, 2, 3, все, я слышу, что меня отлично слышно, и я могу поговорить немножко в конденсаторный микрофон, и вы можете послушать, какой звук дает Go Livecast вместе с нашим AC-T2. Сейчас можно, например, послушать эффекты. Я напомню, что вот эта кнопка, она отвечает за подачу ревера. Причем сейчас давайте посмотрим, я снимаю экраночку, и видно, как устроено приложение. Вот здесь есть редактура эффекта, добавим максимальное количество. Вариаций у эффекта, к сожалению, нет, но ревер, опять же, он может где-то пригодиться для какого-то драматургического эффекта. Давайте перейдем на следующий микрофон, и это будет уже динамический ручной микрофон, который мы с вами и послушаем. Алло, алло, алло. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, естественно, динамическому ручному микрофону нужно усиление побольше. Я все время забываю, куда мне смотреть, в камеру телефона или туда, в привычную камеру, потому что мы снимаем. Вы, в принципе, можете видеть, какой бардак у меня на столе и как все приглажено и чистенько у меня в кадре моей трансляции, которую я прямо сейчас пишу. Динамический микрофон, можем включить эффект. Можем отключить эффект. Кстати, здесь же можно проверить и мьют, как он работает.
Ну, вы прекрасно слышали, что из трансляции ушел весь звук микрофона. Это достаточно удобно, если вам нужно перейти быстренько на паузу. Здесь же можно послушать и какие-нибудь музыкальные вещи. Ну, например, вот... Смотрите-ка. Такая расслабляющая, подвигающая к непринужденному разговору фоновая музыка, которую можно выбрать из того, что у вас есть на телефоне, и из заранее заготовленной библиотеки, которая у нас имеется здесь. Давайте я попробую туда зайти и вам показать. Здесь есть специальное окно для редактуры всего того, что у нас программируется на пэды. Значит, сейчас у нас играет вот эта штучка. Заходим в настройку, и здесь у нас есть целый список. Можно убирать. Короче, на любой вкус все найдут то, что им нужно будет. Дальше у нас звуковые эффекты. Их точно так же можно выбирать из списка. Допустим, сейчас я сделал вместо барабанной дроби у нас вот такие гудочки. И аплодисменты. Аплодисменты здесь стояли изначально, я их не стал менять. Четвертое окошко, если мы уже идем дальше по этим пэдам, это как раз-таки заставка, которую вы смотрели с самого начала. Я могу ее включить. Я могу ее выключить. Естественно, звук будет обрываться, так что, чтобы звук плавно уходил, мы крутим вот эту ручку, которая отвечает за все звуки вот этих 6 пэдов. Пятая картинка, ну, здесь тест-таблица. Опять же, сюда можно загрузить даже какую-нибудь фотографию с вашей камеры на телефоне, если вам это необходимо. И последнее, самое последнее, это я сюда вбил свой телеграм. Ну, в принципе, для этого и нужно использовать подобные штучки. Вот, допустим, сейчас на своем экране вы видите, как называется мой телеграм-канал, на который можно подписаться. Это не реклама, это демонстрация функционала подобного устройства, потому что для... Извините, мне просто чудовищно забавляет делать подобные вещи. Для подобных вещей вот эта редактура и существует. Давайте обратимся дальше в настройки. Например, здесь можно, допустим, повернуть камеру. Вот я ее поворачиваю, и теперь у нас работает не фронталка. Мы видим скучающего Гошу. Гоша, здравствуй, привет, привет, привет. Мы можем даже, знаете, как сделать? Можем возвратиться обратно, нажать настройки двух камер. 2 камеры, к сожалению, 2 камер у нас сегодня нет, но мы можем сделать не менее интересную фишку. Мы можем нажать вот сюда, и вот теперь вы видите... Да, вот так, наверное, лучше будет. Вы видите, что Гоша у меня в большом окошечке, он также может снова помахать рукой. Привет, привет. И вы видите меня же, что тоже достаточно интересно. В промо-материалах прикольно, кстати, описывались подобные функции. Там женщина готовила еду на кухне и снимала, как она это делает. И у нее, допустим, телефон работает на ее лицо, и второй телефон у нее работает на комфорку с едой, и она может переключаться между готовкой и своим лицом, когда она общается с чатом. Кстати, по поводу чата. Здесь есть привязка к всем основным сервисам, и здесь же есть вот такая штучка, куда в режиме прямого эфира с этих самых сервисов чат будет выводиться вам сюда. Чтобы вам не нужно было сворачивать приложение, как-то разделять экран на несколько приложений, вот, пожалуйста, здесь прямо у вас и будет происходить вся активность в чате. Кнопочка с прямой трансляцией. Здесь можно остановить запись, но я этого делать не буду ни в коем случае. Здесь можно задать, что именно у вас пойдет на прямую трансляцию. Но, вернее, будет ли это прямая трансляция или будет ли это локальная запись, как, например, в нашем случае. Ну и опять же задать сервис, куда будет идти запись. Вот здесь очень классная кнопочка. Вторая сверху — это такая ретушь. Такой небольшой make. Давайте попробуем. Ну как? Ну как по-вашему, я изменился в лучшую сторону или остался таким же, каким был? Но мне нравится. Ну, такой небольшой цветкор. Достаточно интересненький. Жаль, что он не настраивается. И да, к сожалению, здесь, даже учитывая, какая крутая камера стоит на последних айфонах, как-то дополнительно работать с фокусом, дополнительные настройки камеры именно из этого приложения менять нельзя, что, на мой взгляд, и на взгляд моего оператора, тотальный минус. Пойдем дальше. Что здесь есть еще? Здесь есть вот такое окошечко. Я его сейчас открыл. Это набор пресетов. Набор пресетов для того, чтобы
запоминать настройки и вызывать их далее очень и очень быстро. Ну и настройки глобальные, к сожалению, во время трансляции они отключенные, но там в целом вы найдете все, что нужно для каких-то общих манипуляций. Там можно задать размер буфера на прослушивание, на мониторинг, там можно поработать с трансляцией. В общем, заходите, смотрите, это очень полезно. Вернемся к микрофонам. И давайте сейчас послушаем микрофон, который у нас встроен в корпус. Я напомню, что он начинает работать, начинает уходить на трансляцию автоматически, когда мы отключаем XLR-провод и когда у нас не подключена никакая гарнитура к разъему, куда мы подключаем гарнитуру. И меня уже слышно. Это, наверное, будет самый худший по своему звучанию микрофон. В принципе, за неимением иного можно пользоваться и им, но, опять же, к паршивому качеству этого микрофона, вы сейчас прекрасно слышите, вдобавок идет и то, что он дичайше просто снимает все, буквально каждое прикосновение к корпусу Roland. И если вам нужно что-то покрутить, это все у вас будет слышно на трансляции. Поэтому я предлагаю послушать следующий микрофон, последний вариант, который мы с вами сегодня заценим. Это гарнитура. У меня здесь наушники, в которых есть встроенный микрофон. Давайте слушать. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте я покажу вам, что сейчас работает гарнитура. Ее прекрасно слышно. Ее также можно обработать, если это вам необходимо. Вот как-то так. По поводу того, как это все у нас сегодня работает. Мы работаем на, сейчас покажу, на пауэрбанке. На пауэрбанке. Я принес свой пауэрбанк из дома. Один провод у нас идет пауэрбанк, второй провод информационный, можно его так назвать, по которому идут пакеты информации туда-обратно, у нас подключен напрямую в телефон. Стоит отметить, что в комплекте идет сразу два провода. Один провод на одном из концов, который подключается к вашему устройству, к телефону, к смартфону, имеет на себе Lightning гребенку, и мы сейчас пользуемся. И второй провод, вот мы его не стали даже открывать, он имеет с одной стороны micro-USB для подключения к Roland, и с другой стороны у нас Type-C для подключения ко всем современным смартфонам под управлением Android. Вот в целом как-то так, и я думаю, это прекрасный момент, чтобы перейти обратно на нашу заставку. Напоминаю, что вот телеграм-канал, я не знаю, это очень забавно почему-то. Как-то так. Давай запишем, друзья. Давай запишем. Теперь позвольте, мы с вами возвратимся к самому началу этого обзора, и я дам небольшую ремарку. Ну вот, мне нет смысла скрывать от вас это, потому что я хочу быть максимально честным. Смотрите, я брал эту штучку домой с расчетом на то, что я ее немножечко поизучаю до обзора, приноровлюсь к управлению и, возможно, даже проведу тестовый стрим у себя в телеграм-канале. И оказалось, что вот эта штука, она крайне избирательна в тех устройствах, которые будут с ней нормально работать. Допустим, мой смартфон под управлением Android, он вообще остался не удел, потому что он просто не поддерживается вот этой вещью. Ну, вот, не поддерживается абсолютно. Что я имею в виду абсолютно? Я зашел в Play Market, и я просто не смог скачать приложение, потому что там значилась приписка, что вы не можете скачать это приложение, потому что ваше устройство, ну вот вообще ни в какие рамки здесь. Хорошо. У меня был план Б. У меня был iPad mini 4, и я думал, может, получится с ним. И я зашел уже в Apple'овский магазин. Здесь приложение мне скачать удалось, но когда я начал с ним экспериментировать, когда я начал слушать звуки, подключать микрофон, я понял, что происходит какая-то чертовщина, просто лютая. Я, допустим, нажимаю музыку, чтобы играла у меня в наушниках и на трансляции, и она начинает играть то быстро,
то медленно. То есть она то растягивается, то наоборот ускоряется. Она начинает как-то заедать, глючить, она начинает делать вот такие вот эффекты, когда, знаете, вы выставили очень маленький буфер, и у вас загруженный проект, и вот это из-за размера буфера начинается. Короче, железка просто не вывозила. И я сначала думал, что, возможно, нам достался бракованный Roland, но потом я зашел на официальный сайт Roland, и у них прям есть отдельный пункт. То есть, видимо, это не я один такой особо одаренный, у них уже были жалобы на эту тему от людей, и они прям сделали отдельный пункт вот на страничке с Go Livecast, отдельный пункт со списком устройств, которые точно будут поддерживаться. И в этом списке я увидел устройство, которое есть у моего любимого оператора. Этим самым устройством мы и воспользовались на тестах, и все вроде как прошло у нас отлично. Я еще думал попробовать свой планшет, поскольку все-таки приложение он открывает, использовать в качестве второй камеры и как-то вам продемонстрировать, что здесь можно работать и со второй камерой, переключаться с одной на другую. Но, к сожалению, эта штука не заработала. Но, в принципе, это и понятно, потому что официальной поддержки iPad mini 4 у Roland нету. И я на самом деле, возможно, даже понимаю, почему оно так. Потому что какая-то все-таки часть по работе с нагрузкой общей, она ложится на Livecast, это действительно так. Но большая часть вот этой работы с информацией, со звуком и так далее все-таки идет на мощности вашего устройства, и какие-то устройства, они, к сожалению, просто морально устаревают, и они не могут поддерживать такие вещицы, которые делают, без ложной скромности, достаточно интересные вещи, которые можно стримить, и, я напомню, которые можно записывать. Чего меня здесь смутило и чего мне здесь не хватало? Наверное, что-то как на Stream Deck, чтобы вот эти вот кнопочки, они, допустим, были в виде небольших экранчиков, и в зависимости от того, что именно вы программируете на вот эти пэды, у вас бы менялась картинка. Потому что здесь есть какие-то стандартные картинки, и не все будут использовать их по прямому назначению. Возможно, кто-то будет перепрограммировать. Это тоже нужно учитывать, но, с другой стороны, подобные вещи, они действительно удорожат вот это самое устройство в конечном итоге. Друзья, мне будет интересно узнать, что вы думаете по поводу Roland Go Livecast. Напишите в комментариях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Напоминаю, что за мной можно следить в моих соцсетях, в том же самом Телеграме. У меня есть канал, на котором мы проводим стримы. Приходите. Будет очень интересно и очень весело жить вместе в таком дружном комьюнити. Это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Ну а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Вот это вещича. Это вещича. Вещича. Видишь? Собирайте вещичи. Так, все. Оно типа пишется. Я немножко поговорю, вот, чтобы экран посмотреть. Тут, допустим, чат, вот это вот все. Тут вот так. Всякое такое разное. Оп.